Всем привет, с вами Анна Галич, и сегодня мы с вами будем делать мак. Это губка для сахарных цветов, это доска или просто ровная металлическая поверхность или какой-то ровный стол. Это зажигалка. Также нам потребуется древовидная палочка или волшебная палочка, шарик, колесико для вырезания мастики. Это у нас дрезденский стек. Это скалочка для сахарных цветов пластиковая. Шаблоны, которые я вырезала из пластиковой канцелярской папочки. Мастика для сахарных цветов. Тычинки малые или средние для розы. Проволока номер 22. Нам так много не понадобится, понадобится одна штучка. Это проволока номер 26. Гелевый краситель зеленый. Гелевый краситель желтый. А также порошковые красители слива и зеленый, естественный такой средний цвет. Для начала изготовим сердцевинку мака. Для этого возьмем проволочку номер 22 и разрежем ее пополам. Делаю я это обычными ножницами. Также нам потребуется инструмент, который называется тонкогубцы. Не плоскогубцы, не круглогубцы, а именно тонкогубцы. Загибаем кончик проволочки и делаем крючок, как у зонтика. Возьмем мастику для цветов. Она должна быстро сохнуть и быть такой резиновой. И окрасим ее в нежный зеленый цвет. Для этого добавим российский зеленый гелевый краситель и очень маленькую капельку желтого красителя. Убрала излишки. Окрашивать мастику лучше всего, конечно же, в перчатках. Иначе пальчики у вас всегда будут вот такого красивого разного цвета. Зеленого, желтого, красного. Так, вымешиваем мастику. Получился очень яркий, насыщенный цвет. И мы теперь возьмем, отщипнем маленький кусочек. И будем понемножку его добавлять в белый. И смотреть, когда же получится тот цвет, который нам нужен. Это слишком бледно. Если мастика сильно липнет к рукам, вы можете использовать кондитерский жир, либо крахмал в мешочках. Как это делать, я покажу вам в следующем видео. О, да, это он. Мастику обязательно прячем в пакет. Возьмем небольшой шарик. И сделаем из него такой, как треугольничек, капельку. У этой капельки прижмем верхушку. Вот такая штуковина. Затем возьмем зажигалку и проволоку номер 22 и раскалим до красна. Введем в наш конус до середины. Пошел дым, значит, все правильно получилось. Нас не интересует то, что получилось здесь какая-то горелка. Это карамель, благодаря которой мастика хорошо будет держаться на проволочке. Нам потребуется пинцет, но у меня его под рукой не оказалось, и использую я обычную заколочку. Будем делать сердцевинку мака. Для этого поджимаем мастику. Делаем вот такие защипчики. Желательно, чтобы они были очень тоненькие и аккуратные. По-хорошему их бы штук 12 сделать, но в принципе сколько получится? 8-9. Как выйдет. Желательно, чтобы все они были одинакового размера и на равном расстоянии друг от друга. В центре сделаем дырочку. Пык. Сердцевинка для мака готова. Сейчас мы с вами изготовим вот такие венчики из тычинок. Для этого возьмем пучок из 8 тычиночек
Не головок, а именно ниточек тычиночных. Берем 8 тычиночных ниточек, выравниваем их по головкам, чтобы они не вылезали. Вот так. Затем берем самую тонкую проволоку, которая у нас есть, 30-я, 28-я. Загибаем пополам тычинки, а проволочку стягиваем при помощи тонкогубцев. Руками этих движений не делайте, потому что ногти будут очень сильно портиться. И подожмем вот это основание тонкогубцами, чтобы получился веер. Вот так. Готово. 5 венчиков. Для изготовления лепестков мака нам потребуется проволока номер 26. Разрежем ее на 3 части. Будьте внимательны к качеству проволоки. В центре нее металлический стержень, а вокруг она обмотана бумагой, чтобы мастика лучше приклеивалась. У мака будет 4 лепестка. Для одного из них нам потребуется небольшой кусок мастики, хорошо размятый. Катаем шарик, затем делаем капельку, укладываем ее на ровную поверхность, желательно не пористую, чтобы мастика потом могла отлипнуть. Прокатываем сначала с острой части, а затем боковые части вправо и влево. Наши движения раскатывающие вытягиваем. То есть мы не вот так вот двигаем, не давим, а вытягиваем мастику скалочкой пластиковой. Деревянная скалка не подходит, потому что она к ней будет липнуть. Мастика сахарная. Посмотрите, в центре мы формируем такой клинышек. Он как треугольничек длинный. Можете воспользоваться какими-нибудь пальчиковыми скалочками. Это может быть даже от фломастера футляр, чтобы сделать уже мелкие детальки. Затем берем наши шаблоны для цветов, инструмент колесико и вырезаем мастику. Старайтесь резать ровненько, без бахромы. Это возможно, стоит только поменять правильно угол нажима. Снимаем излишки мастики. Подхватываем у основания мастику. Видите, основание довольно толстое. Оно где-то 2 миллиметра толщиной. Вот так это выглядит. Затем берем проволочку номер 26 и вводим примерно до вот этого момента. То есть это где-то на 1/3. Самое главное при этом способе надежно зафиксировать мастику у основания. Иначе после высыхания ваш лепесток будет крутиться вокруг проволоки. Это будет очень печально. После того, как мы хорошо поджали лепесточек у основания, мы берем губку, кладем на нее лепесток и воспользуемся древовидной палочкой. Кладем ее вот таким образом и создаем текстуру в одну сторону и в другую. А также сделаем текстурку по краям. Если у вас возникла какая-нибудь бахрома, обрезайте ее, пожалуйста, ножничками. Все, лепесточек готов, его осталось подсушить. И делаем мы это как вариант, их много. Один из вариантов — это ложки. Укладываем лепесточек в ложечку. Вот таким образом.
И отправляем на сушку. Время зависит от толщины раскатки, от влажности. Ну, примерно часа за 3 ваш лепесточек просохнет и можно будет его собирать. Наши лепестки просохли, сейчас в помещении сухо, зима, и через час они уже хорошо держат форму. Еще не до конца просохли, но именно в таком положении их необходимо окрашивать порошковыми красителями. Но начнем мы с вами с тычинок. Возьмем желтую пыль, кисточку пошире, у меня сейчас 12 номер, кисточка синтетическая, сильно растирать не будем. И начинаем окрашивать наши тычинки с одной стороны и с другой. Тычиночные головки окрасим в ярко-желтый цвет. А по тычиночным ниточкам пройдемся пыльцой цвета слива. Очень люблю ее. Окунаем кисточку всю и затем ниточки вот так вот окрашиваем. У основания тон должен быть ярче и постепенно переходить в желтый на кончиках, головочкам желтым. Цветом слива мы окрасим нашу сердцевинку у основания, а также немножко ребрышки. И обязательно припылим туда желтого, но немного. Теперь займемся лепестками. Кисточку необходимо очень хорошо растереть, а бумажную салфетку. Должно быть ощущение, что на кисти вообще нет пыльцы. Напоминаю, что кисть сухая, ни в коем случае ее не мочим. И касаемся кисточкой основания, а затем продлеваем в центр чуть более ярче. Мак у нас будет розовый, очень-очень красивый. Кончики лепестков красить не будем, только основание. Посмотрите, в центре получается ярко. Ни в коем случае не двигаем кистью вот так, а мы касаемся основания, затем кисточка уходит вверх. Также очень здорово смотрится, если добавить какого-нибудь яркого цвета, вроде баклажана или бордового, у основания лепестков. Это придаст цветку глубину. Ну и введение третьего цвета всегда хорошо. Вот посмотрите, как лепестки стали интересно выглядеть благодаря этому новому тону. Этим же цветом можно немножко коснуться сердцевинки и тычиночных ниточек. Совсем чуть-чуть. Все, мы все окрасили, мы молодцы. Переходим к сборке цветов. Для этого используем тейп-ленту. Она бумажная, должна хорошо тянуться и пропитана с двух сторон воском. Продается вот в таких рулонах или резаная. Если у вас есть только вот такой широкий тейп, то вы можете порезать ножничками. Работаем короткими, где-то по 30 сантиметров длиной. Берем пестик, начинаем снизу и выходим в рабочее положение. От венчика отступаем где-то полсантиметра. Затем по одному приставляем наши вот эти вот метелочки по одной. Тычиночки должны торчать не сильно, не вот так, а где-то на полсантиметра выступать относительно вот этого венчика центрального. Примотали одну, подтянули тейп-ленту, примотали вторую, обмотали тейпом
Эй, цепилась. Заметьте, я их приставляю на одном уровне. Не делаю вот таких вот отступов. В одну линию все кручу. Обернули лентой, подтянули, подставили новую метелочку, обернули, подтянули. В принципе, даже 4 достаточно. Довольно симпатично, но у меня еще есть 5-я, я ее использую. Подставляю, обернула, подтянула. Чтобы вот эти метелочки не гуляли, мне необходимо их зафиксировать. Фиксация — это когда мы этой лентой обматываем где-то на 5-6 сантиметров вниз. Плотненько, надежно. Распределим равномерно тычинки вокруг венчика. Такая красота у нас получается. И все, мы можем заняться лепестками. Чтобы прикрутить лепестки, их необходимо аккуратно отогнуть. Прямо у мастичного основания. Отгибаем проволоку. Ой. Опять я начинаю чуть-чуть снизу, чтобы мне было легко работать. Выхожу в рабочее положение, там, где была у меня тейп-лента. Затем беру маленький лепесток. Да, кстати, лепестки у нас были 2 размеров. Прикрутили один лепесток. Шаблоны этих цветов вы можете найти на нашем форуме protor.com. Наш сахарный мак готов. В следующем видео я расскажу вам, как изготовить шиповник. Причем покажу, как это делать с использованием доски для сахарных цветов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока. С вами была Анна Галич.